Привет, меня зовут Даша. Привет, а я Сергей, и вот это наш сын Марк, у которого сейчас свои дела. Мы IT-специалисты из Беларуси и полгода назад переехали в Аргентину. И за это время мы успели накопить достаточное количество опыта и знаний, чтобы поделиться им с вами. Сегодня мы хотим обобщить этот опыт и подвести итоги, сделать выводы нашей жизни в Аргентине. Да, и несмотря на то, что напрашивался изначально формат сторителлинга, это видео мы решили сделать скорее в виде обзора для того, чтобы в компактном сжатом виде предоставить вам эту информацию. Ну что, ты готов? Да, поехали. Итак, честным ответом на вопрос, почему Аргентина, будет сказать, что это был самый простой и в то же время приемлемый для нас вариант. Моя компания, родом из Аргентины, предложила помощь в релокации сюда всей семьи как минимум на 3 месяца и покрытие некоторых сопутствующих расходов. Мы быстро нагуглили, что здесь тепло, относительно недорого и настолько же относительно безопасно. И решили попробовать, чтобы позже придумать, куда деваться дальше, если это вообще понадобится. Сперва отметим, что Аргентина – огромная страна с большим количеством городов и разнообразным форматом жизни в них. Компания предлагала выбор между Кордобой, Тандилем и Мар-дель-Платой. Также была возможность остаться в столице. Мы быстро исключили Мар-дель-Плату, поскольку это курортный городок, страдающий сезонностью и претерпевающий все с ней связанные трудности. Сложно найти доступное жилье на длительный срок, переполненные пляжи и другие места отдыха летом, и пустота и относительный холод зимой. Также нам был важен вопрос образования для ребенка, с которым здесь трудно. Тандиль же мы держали в уме до последнего времени, так как это тихий и спокойный городок, в котором мы хотели наконец отдохнуть от столичной суеты Минска и затем Буэнос-Айреса. Но по уверению наших знакомых, которые там пожили, там оказалось, во-первых, совсем уныло и некуда сходить, и во-вторых, зимой также достаточно холодно. А в-третьих, мы попросту не смогли найти там жилья на длительный срок. Что ж, а теперь давайте сравним два оставшихся города – Буэнос-Айрес и Кордобу по нескольким критериям. Вот информация с сайта Национальной метеослужбы Аргентины, по которой можно оценить средний минимум и максимум температур по месяцам, а также количество осадков. Но это всего лишь сухие цифры. По факту же скажем следующее. Лето было довольно комфортным, осень тоже, но ближе к концу иногда было уже прохладно. И мы даже несколько раз одели свои куртки, в которых прилетели из европейской зимы. А потом, в начале зимы мы улетели в Кордобу. Это было даже не начало зимы, это был конец осени, потому что это были первые числа июня, и это был еще конец осени. Аргентина находится в южном полушарии, и сезоны года здесь перевернуты относительно наших. Кроме того, сменяются они не 1, а 21 числа, по дням солнцестояний и равноденствий. Собственно, поэтому 8 марта из холодного начала белорусской весны мы приземлились в теплом конце южноамериканского лета. Мы перелетели в Кордобу. Кордоба находится ближе к центру материка, где-то около 700-800 километров от Буэнос-Айреса, но разница в климате была довольно существенная. Улетали мы из дождливого, холодного Буэнос-Айреса, а прилетели в солнечную теплую Кордобу. Да, здесь я бы хотел добавить, что разница в климате ощущалась не столько и не только по причине разницы в температурах, где-то в 6-8 градусов, но также и из-за влажности, потому что Буэнос-Айрес из-за близости к реке и к океану, он очень влажный. И влажность, в принципе, на уровне белорусской или, в общем, восточноевропейской. А Кордоба более сухая, и поэтому даже прохладные дни переносятся здесь гораздо легче. Да, плюс в Кордобе зимой сухой сезон, дождей почти не бывает, все время светит солнце, вся трава выгорает, и что? И бывают довольно теплые дни до 28 градусов, а то и больше зимой. Для нас это Да. было каким-то удивлением. Кроме того, здесь большой суточный перепад температур. Зимой днем температура может достигать 28 градусов, а ночью опускаться до +3. Да, и несмотря на то, что здесь в некоторых домах присутствует отопление газовое, такие небольшие обогреватели,
В нашем доме этого нет, и нам приходилось несколько раз включать кондиционеры на режим обогрева. Но я, если честно, постоянно мерзла. На тему жилья мы позже выложим отдельный большой выпуск, но здесь скажем, что в обоих городах есть выбор как апартаментов, так и таунхаусов и частных домов. Однако цены на недвижимость в Буэнос-Айресе все-таки значительно выше, а выбор жилья в формате загородного дома сильно уже, чем в Кордобе и ее пригороде. Это было главной причиной, по которой мы сейчас и снимаем вот этот двухэтажный дом с задним двориком в спокойном, тихом, а главное престижном районе Кордобы за 95 тысяч песо в месяц. И при этом пользуемся всеми благами большого города. Что до культурной и не очень жизни, то поскольку Буэнос-Айрес вдвое крупнее Кордобы, то и многого в нем попросту больше. Так, например, ради Måneskin, Coldplay или Slipknot придется сгонять туда, что в принципе недорого. Кроме того, в Кордобе качественно отстают некоторые сервисы. Например, Даша страдает без маникюрщицы, с привычным уровнем услуг. А порой нам хочется сходить в Сайгон, к которому пристрастились в Байросе, но тут аналогов нет. И, наконец, в БА шире рынок трудоустройства и гораздо больше русскоязычной комьюнити, где можно найти помощь или поддержку. Dumating voltes de usarme. Entre caníbales. Что касается транспорта, в обоих городах он прекрасно развит. И в Буэнос-Айресе великолепная система метро. Также есть пригородные и городские поезда и автобусы, которые достаточно быстро ездят по выделенным полосам. В Кордобе нет метро, но есть 2 линии троллейбусов. Также есть и городские автобусы, и пригородные. И в обоих городах хорошо развита система такси, как желтых, так и частных типа Uber и Cabify. В пригороды, что Буэнос-Айреса, что Кордобы, добраться очень легко. В Буэнос-Айресе мы поездили уже на пригородных поездах. Расписание зависит от пассажиропотока, и поезда могут ходить с регулярностью вплоть до 15 минут. Стоит очень-очень дешево. В Кордобе то же самое с автобусами, и на автобусы даже не нужно покупать заранее билет, достаточно просто приехать на вокзал и взять билет на ближайший автобус. Да, и тут хотелось добавить, что в Кордобе очень много перевозчиков. Я так понимаю, что это частные, между ними есть определенная конкуренция, и ты в любом случае найдешь, на чем уехать, причем можешь даже выбрать по уровню комфорта, что тебе больше подойдет, ну и так далее. Хотелось также пару слов добавить о людях в Аргентине в целом. Мы не нашли слишком большой разницы между аргентинцами Буэнос-Айреса и аргентинцами Кордобы, хотя местные из Кордобы говорят, что недолюбливают людей из Буэнос-Айреса из-за того, что они какие-то более закрытые и постоянно куда-то торопятся. Однако в целом можно заметить, что аргентинцы, они очень приветливые, добрые, теплые в отношениях и открытые. Вам незнакомый человек запросто предложит какую-то помощь и сделает это все максимально искренне.
И часто бывает ситуация, что если, например, в магазине продавец не говорит на английском, а в очереди стоит кто-то, кто знает английский, они без проблем предлагают свою помощь и просто переводят ваше общение с продавцом. Да, такое у нас было не раз, не только в магазинах, но и в ресторанах. Да, везде в общественных местах, да. Да, и так мы заводили тоже интересное знакомство. И здесь, кстати, очень уместно будет упомянуть тему языка, потому что в Аргентине люди в основном говорят на испанском, и поэтому запаситесь как минимум переводчиком каким-то, или же вам пригодятся знания базовые испанского. Да, когда мы ехали из Буэнос-Айреса в Кордобу, нас пугали тем, что здесь вообще очень трудно найти англоговорящих людей. У меня не сложилось такое впечатление. В принципе, да, здесь англоговорящих намного меньше, чем в Буэнос-Айресе, но они все-таки встречаются и встречаются довольно часто. Следующее, о чем мы хотели поговорить, это экономика. С ней в Аргентине не все так хорошо, и как результат мы имеем 2 курса доллара, официальный и параллельный, а также множество ограничений. Из этого для мигрантов вытекает ряд плюсов и ряд минусов. Первый минус – нужно быть внимательным с обменным курсом и искать либо уличных менял, либо обменники, которые меняют по параллельному курсу доллара. Либо здесь есть еще такие люди, которые приезжают к тебе на дом и тоже меняют по параллельному курсу. Второй минус в том, что если у вас заграничная валютная карта, то вы не сможете просто так снять здесь доллары. Есть вариант с выводом денег через крипту, и в Буэнос-Айресе, и также в Кордобе есть обменники и есть люди, которые за криптовалюту дают вам доллары. Третий минус в том, что в Аргентине лучше не рассчитываться валютной картой, потому что любые оплаты будут проводиться по официальному курсу. Четвертый минус в том, что открыть счет в банке здесь можно только легализовавшись, то есть находясь в статусе туриста, счет открыть не получится. И если вам удалось открыть счет и вы хотите перевести деньги из-за границы в Аргентину, этот перевод будет обложен таким количеством налогов, что сделает его абсолютно невыгодным. Пятый минус в том, что доллары купить без проблем вы можете только по параллельному курсу. Для того, чтобы купить доллары по официальному курсу, вам нужно быть резидентом страны, и сумма покупки долларов ограничена 200. При этом эта покупка облагается также налогами, что приближает курс к неофициальному. Однако есть и один достаточно большой плюс. Это если ты получаешь зарплату не в местной валюте. Тогда цены для тебя будут казаться смешными. Отдел в магазе изобилует огромным выбором всего. Здесь, пожалуйста, и субпродукты, и кишочки вот разных видов. Там гланды какие-то. Короче, все. Вот это не знаю что, но тоже интересно было бы попробовать попозже. Это прям... Ой, это вкусненькое. Вкусненькое. Чинчулин, да, это вкусненькое. Ну да, сладенькое такое. Возьмем? Максичи это кровянка. Но дальше еще интереснее. Понятно, разных видов колбаски. Готовые стейки. И вот как аргентинцы прекрасно догадались разрезать ребра. Смотрите, говяжьи ребрышки чередуются с мяском. Можно выбрать себе разной степени жирности. И стоит такое счастье 825 песо за килограмм. Это получается почти $3. $2,5 за килограмм. Потом бросаешь это все дело на асадо или на парижу, то есть на барбекю. Вот наборчики. Слюнитик вот. Выбор безлактозного молока зашкаливает. Рисовое, миндальное, арахисовое, пожалуйста, гранольное, там, короче, все подряд. По теме еды мы снимем отдельный большой выпуск,
Но здесь хотелось бы сказать, что еды в Аргентине много. И здесь очень большой выбор хорошего, качественного мяса. Аргентинцы, в принципе, очень любят мясо, но маленький выбор морепродуктов. Ну и в целом о местной кухне можно сказать, что аргентинцы любят кушать достаточно много хлеба. И сладостей. Также в Аргентине большое количество виноделин и хорошего вина, и вполне себе недорогого. Также круглый год произрастает множество разных фруктов, овощей, и у вас постоянно холодильник будет ими завален. Говоря о местной аргентинской кухне, нельзя не упомянуть и традиционный аргентинский напиток мате, который местные пьют дни напролет. Первая мысль, которая возникает о Латинской Америке в целом, это то, что здесь крайне небезопасно. Однако об Аргентине следует сказать, что по уровню преступности она гораздо ниже в списке, чем та же Россия. Здесь, как и везде, есть определенные правила, которые, если ты будешь соблюдать, с тобой все будет в порядке. Правила довольно элементарные. Не ходить ночью в неизвестные районы, следить за своими вещами, не хвастаться, не класть свой телефон в кафе без присмотра на столик, ну и держать свои вещи при себе. Просто стандартные меры предосторожности, которые нужно соблюдать и Везде. особенно везде, да, и Везде. в Европе, и, возможно, даже в США. Да. Если ты вырос в 90-е в Восточной Европе, то здесь тебе точно нечего бояться. Разница в менталитете между аргентинцами и восточноевропейцами заметная. Она в первую очередь заключается в том, что поскольку Аргентина — это южная страна, люди здесь более расслабленные и менее обязательные. Из-за того, что люди здесь такие расслабленные и мало уделяют, собственно, внимания работе, здесь часто можно столкнуться с тем, что у тебя возникают какие-то трудности при попытке решить бытовую проблему. Например, что-то купить, что-то подключить. Тебе будут говорить: окей, мы все сделаем, мы сделаем это завтра, но завтра они не приедут, завтра не позвонят, назначат на завтра и так далее. То есть получается такая испанская маньяна. Да. Еще одна особенность местного менталитета – это то, что мы назвали «и так сойдет». Ладно, и так сойдет. Про «и так сойдет» могу привести несколько примеров. Это если, например, какие-то косяки в ремонте, которые не несут функциональной нагрузки. Гениальная фраза, которую говорят аргентинцы: «Это же просто эстетика». Еще один прекрасный пример. Мы заказывали диван. Нам привезли абсолютно кривой и косой диван с бугром посередине. И мы сказали: ребята, забирайте этот диван, мы не будем его покупать. Ребята были очень удивлены. Они сказали, что это первый возврат у них вообще в истории. Ну и когда мы говорим о менталитете, стоит упомянуть о том, что аргентинцы большие любители собак. Они собачники. И с этим связана одна большая проблема. Большая проблема для нас, приезжих. Какашки. Они везде. Да, здесь я не знаю почему. Есть районы, где достаточно чисто, потому что, возможно, там убирают, по крайней мере, за своими собаками. Как вы, наверное, знаете, здесь есть даже профессия выгульщиков собак. Можно грешить на них, либо на бездомных собак, которые могут нагадить где угодно. Но, в общем, минус заключается в том, что, идя где-то по улице, нужно быть внимательным и смотреть под ноги. Еще пару слов об Аргентине. Сегодня заехал знакомый поменять доллары на песо. И пока мы с ним проводили операцию, я телефон автоматически положил на крышу его машины, потому что мы все делали через окно. Потом он предложил подвезти меня, куда мне было нужно. Я забыл забрать телефон с крыши. Но я не знал, что он остался на крыше. И когда я позвонил на него с телефона моей жены, услышал вроде как тот же самый голос, который, правда, уже не говорил по-английски. Выяснилось, что это человек, который подобрал телефон на улице, велосипедист, и который согласился подвезти его в тот район, где я находился. Вуаля. По теме легализации в Аргентине уже есть достаточно много информации. В двух словах скажу лишь следующее. Прибывая в Аргентину в качестве туриста, вы получаете право находиться здесь 3 месяца,
которые при желании можно продлить еще на 3. За это время можно подобрать себе подходящие основания для получения временного вида на жительство. Их много. Либо так и остаться нелегалом. В последнем случае никто вас не выгонит, и штраф за нарушение миграционного законодательства будет совсем небольшим. Да и то, по-моему, только при повторном въезде. Но решать все-таки вам. При этом даже туристы могут пользоваться благами бесплатных образования и медицины. Для нашей семьи моя компания помогла оформить годовой вид на жительство на основании работы. Для этого мне пришлось переоформиться с минского на аргентинский офис. Даша продолжает работать удаленно на белорусскую компанию. Есть план потусить здесь еще пару лет для получения гражданства, которое, кстати, открывает неплохие перспективы вроде безвизового въезда в 170 стран мира, а также 10-летние визы в США, Великобританию и Канаду. С образованием в Аргентине все отлично. В Буэнос-Айресе мы без труда нашли нашему 3-летнему пацану няню-аргентинку в каком-то из местных чатов. Затем другую, так как первая больше не могла. Таким образом, мы позволили Марку начать погружение в языковую среду со старта, а сами смогли сконцентрироваться на работе. Позже, переехав в Кордобу и закрыв первые бытовые вопросы, мы, наконец, занялись подбором детского садика. Дом мы специально искали недалеко не только от офиса моей компании, но также и от 2 из лучших в Кордобе школ с детсадовскими программами – Сан-Педро-Апостол и Марк Твен. Однако выяснилось, что свободных мест на этот год в ближайшей из них нет, и мы решили до следующего учебного года отдать его в ту, которая была совсем рядышком с домом – Коллегио Искути. И ничуть не пожалели. Здесь его очень хорошо приняли, и в целом парню все нравится, что позволяет ему довольно быстро адаптироваться к местной среде. Надо сказать, что за время жизни в Аргентине мы поняли, что к детям здесь относятся как к самому дорогому в жизни, прощая им все и делая столько же для их благополучия. Так сложилось, что аргентинской медицины за 8 месяцев мы попробовали вдоль и поперек. Первые 3 месяца у нас действовала туристическая страховка Assist Card, которой мы не стеснялись пользоваться. Вызывали врача на дом через консультантов в приложении на телефоне и просто по звонку на горячую линию. Наведывались в авторизованный госпиталь Альмань, где я даже умудрился удалить по страховке привезенный с собой холязион на левом глазу. Кроме того, за собственный счет мы решили пощупать аргентинскую ортодонтию, поскольку наши брекеты давно нуждались в плановой корректировке. Даша по $25 за визит посещала профессоршу, преподавательницу Ассоциации ортодонтов Аргентины. А я бесплатно ее выпускника, который к ней Дашу и направил, поскольку Дашин случай был довольно редким. А бесплатно я посещал его лишь потому, что ортодонтия стала попутной в отдельном процессе ортопедии под ключ, который, к слову, обошелся мне всего в $250 вместо 500 у нас на родине. Однако надо сказать, что и качество ни у одного, ни у даже у второй сильно нас не порадовали. По окончании действия туристических нам на всю семью оформили другие страховки – ОСДЭ, план 310, покрывающую экстренные обращения и 40% стоимости медикаментов. Эту страховку мы хорошенько обкатали уже в Кордобе, исследуя различные клиники и вызывая неотложку на дом. Маленький ребенок все-таки требует внимания. Но помимо платной медицины не смогли мы, а точнее я, пройти мимо бесплатной. Как-то, ожидая открытия парка аттракционов, я решил показать сыну, как нужно ходить по трубе. Как итог, вместо исполнения детской мечты, долгое ожидание вместе с папкой в очереди на рентген и перевязку его грозно распухшей ноги. Несмотря на то, что в Аргентине реально действуют такие понятия, как цифровая подпись и цифровое государство, по некоторым параметрам все же создается впечатление, что эта страна отстает от нас на добрый десяток лет, а то и больше. На предложение оплатить с помощью Apple Pay на вас, скорее всего, посмотрят как на инопланетянина. А из-за того, что правительство словно весь свой ресурс тратит на регулирование сферы экономики и дешевый популизм, ему как будто нет дела до мусора на улицах и какашек. А также на обилие предпринимателей с отвратительнейшим качеством услуг, которых ты, как ущемленный потребитель, и наказать-то не особо в состоянии. Кстати, посмотрим, как пройдет рассмотрение моего кейса в защите потребителей на днях. Поэтому при покупке чего-либо онлайн
если делать это не через крупнейшую торговую площадку Mercado Libre. Опасайтесь того, что деньги с вас спишут, а товар не окажется в наличии, или он будет по другой цене. А в банке, куда должен будет поступить возврат, вам на вопрос, почему деньги не вернулись прямо на карточку, скажут следующее. Because of this. Because of this. Because of this. When you pay your money, you send money from here, not to Megatoni, to Mercado Pago. I didn't know that. Yeah, Okay. to Mercado Pago. Okay. Mercado Pago said he transferred you the money. Megatone said he transferred Mercado Pago. And the money. Okay. And the money is in account. No, ahí está el tema. Tiene que hacerse una cuenta de Mercado Pago y The account of Mercado Pago. Vale. Однако, с другой стороны, все это может быть даже хорошо для тех, кто хотел бы открыть здесь свой бизнес и потеснить горе конкурентов. Только для этого нужно получше изучить тонкости местного законодательства на предмет вещей, вроде обязанности сдачи валютной выручки по грабительскому официальному курсу и больших трудностей с увольнением сотрудников. Аргентина – 8-я в мире страна по занимаемой площади. Она раскинулась на огромной территории материка, заняв 3 климатические зоны – тропики на севере, субтропики в центре и умеренную полосу на юге. Рельеф и природа этой страны также весьма разнообразны. Широкое побережье океана, длинная цепь гор, пустыни, джунгли, водопады и, конечно же, ледники. Здесь вы можете увидеть в естественной среде обитания как насух, туканов и фламинго, так и пингвинов и даже китов. Присутствуют в Аргентине и различные региональные культурные особенности и обычаи. И все это в совокупности делает ее очень привлекательной для туризма. Для того, чтобы ответить на вопрос, стоит ли ехать в Аргентину и кому, давайте рассмотрим основные плюсы и минусы, которые мы обнаружили здесь за 8 месяцев жизни. В эту табличку мы внесли все, что смогли вспомнить. Как видно, многие вещи трудно отнести четко к плюсам или к минусам, поскольку у каждой медали две стороны. Экономика и политика. К плюсам отнесем низкие цены на все, если сдавать валюту по параллельному курсу. Бесплатное или недорогое платное образование. Также бесплатная и недорогая платная медицина. Среди минусов – непрямые схемы ввода денег из-за рубежа, высокая растаможка и почти невозможность покупки на eBay, Amazon или AliExpress. Также высокие цены на нормальные авто и мото, много хлама на дорогах. Об этом мы позже расскажем. Ну и кроме прочего, глупое регулирование бизнеса. Для неограниченной личной свободы, что в целом является плюсом, есть свои подводные камни. Среди плюсов мы можем заметить доброжелательность и открытость людей, возможность безгранично выражать и реализовывать себя, но также у этого есть негатив в виде необязательности и расхлябанности местных, мусор и какахи на улицах, плюс бездомные в Буэнос-Айресе. Есть такой параметр, как некоторая отсталость технологий и сервисов. Среди плюсов здесь слабая конкуренция для начала бизнеса во многих сферах, а среди минусов определенные неудобства для конечного потребителя. Ну и дальше конкретно плюсы и минусы. Плюсы – любовь к детям, приятный климат, продуктовое изобилие, реально очень много еды на любой вкус, много мест для внутреннего туризма, легкое и быстрое получение гражданства и обширные возможности с ним. Кроме того, для айтишников будет особо актуально, что эта страна близка по часовому поясу к США. А из минусов еще один такой немаловажный момент – это низкие зарплаты на местном рынке труда. Итак, при всем вышеозвученном, если вы имеете пассивный доход или зарабатываете в стабильной валюте за пределами Аргентины, то на наш взгляд, с учетом всех политических, миграционных и прочих возможных кризисов, эта страна – одно из лучших мест для того, чтобы как минимум пережить мировые неурядицы. С начала войны сюда направился немалый поток иммигрантов,
которые сейчас значительно пополняют и развивают здесь русскоязычное комьюнити. На момент записи видео в телеграм-чате Кордобы 135 человек, 51% из которых уже находится здесь, а остальные еще намерены приехать. Что ж, спасибо, что досмотрели наш первый выпуск до конца. Нам очень важно знать, что мы старались не зря. И поэтому, если этот выпуск вы действительно сочтете полезным для вас, а может быть вы захотите узнать что-то еще об Аргентине или нашей жизни в ней, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Также любые ваши пожелания и предложения вы можете оставить в комментарии. Среди комментаторов мы разыграем вот такую кружку для питья чая, мате, бомбижу и, собственно, сам чудодейственный напиток. Единственное, не уверен насчет объема, получится ли такое нам отправить, но я думаю, что-нибудь придумаем. Что ж, еще раз спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока.